Добро пожаловать в Америку без границ. Сегодня мы в Чикаго, городе, который объединяет архитектурное величие, многокультурное наследие и бесконечные возможности. В этом эпизоде мы расскажем вам историю Татьяны Мороз и ее семьи, которая является живым примером силы, упорства и стремления к созданию лучшего будущего. Татьяна Мороз, ее муж Роман и сын Дмитрий – это семья, которая не только построила успешный бизнес, но и сделала своей миссией помогать другим. Их компания TM Accountant стала настоящей опорой для многих в местной общине. Татьяна с большой теплотой и профессионализмом помогает иммигрантам разобраться в сложностях бухгалтерского дела, предоставляя поддержку, советы и уверенность в завтрашнем дне. Очень интересная история появления. Значит, физически и чисто технически он был открыт в 2008 году. Как компания, как TM Accountant Inc. И уже в 2009 году я начинаю практиковать как настоящая, как уже компания. Все начиналось у нас на кухне дома, когда Татьяна взяла своего первого клиента и сделала tax return для него. И тот клиент привел еще пару клиентов. Первое время мы принимали их у себя на кухне. Я старался ей помогать, чем мог. Ну и позже это все приобрело все более масштабный характер, где нам пришлось уже снять офис. Это тоже был мой американской мечтой. Мы были не готовы к этому. Я не знаю, что такое бизнес, я ничего не понимаю, о чем вы говорите. Я просто клерк, я просто служащий, моя семья служащих людей. Но мне пришлось учиться быть бизнесменом, нащупывать самой все моменты, которые именно применяются к тому, что я делаю. Появились первые мои ассистенты, первые мои коллеги, с которыми я начала расти. Их компания TM Accountant предоставляет широкий спектр услуг. От помощи с налогами и бухгалтерским учетом для семей и предпринимателей до консультаций по открытию бизнеса и управлению финансами. Каждый отдел компании выполняет свою важную роль. Специалисты по налогам помогают избежать ошибок и сэкономить деньги. Консультанты по бизнесу сопровождают клиентов на каждом этапе развития их дела, помогая планировать бюджет и достигать финансовой стабильности. TM Accountant стала местом, где люди находят не только профессиональную поддержку, но и уверенность в том, что их дела находятся в надежных руках. Мы очень хотим, чтобы мы предоставляли возможность у наших клиентов была говорить на своем родном языке. Поэтому сейчас добавляем мы Среднюю Азию, мы добавляем сейчас молдавский, у нас есть, естественно, украинский, русский, у нас есть сейчас узбекский, у нас есть иврит, казахский сейчас в работе. Что еще, какие у нас еще языки? В общем, много-много. Мы хотим немножко работать с сербами. Язык любви. Язык любви, да. Обязательно, это обязательно. Семья Мороз убеждена, что успех бизнеса измеряется не только прибылью, но и вкладом в развитие местного сообщества. Они активно поддерживают образовательные программы, организовывают бесплатные семинары по налогам и финансам, а также помогают новичкам понять, как правильно выстроить свою жизнь в Америке. Мы работаем с друг другом, помогаем, мы все работаем к одной цели общей. Даже люди, кто с нами работают, которые не в семье по крови, эта атмосфера них pulls us towards такой реальной семью. Это такой стереотип офисной культуры, что мы вся семья. Но здесь это реально так чувствуется, потому что половина из нас реально семья. И потом все остальные по умолчанию тоже становятся наша такая общая family. Дмитрий – молодой и энергичный участник семейного бизнеса. Привносит инновационные идеи, подтверждая, что семейные ценности могут стать прочной основой для современного успеха. На твой взгляд, какие вообще отрасли расцветают в Чикаго? С какими бизнесами вы имеете дело? Конечно, я в основном концентрировала на transportation. Это как корневое место для этой индустрии, потому что это центр страны. Через нее все происходит. Плюс это сочетание, в общем-то, локейшн самого Иллинойса. Плюс это все-таки сочетание цен, real estate, рабочей силы, так скажем, все-таки это иммиграционный центр. И сюда собираются люди именно в transportation, такой в тяжелой индустрии. Плюс прожиточный левел, он именно здесь, именно как мое наблюдение, он очень такой благоприятный. Когда речь заходит о Чикаго, Татьяна и семья с любовью упоминает Michigan Avenue, улица, которая отражает сердце этого города.
Для семьи Мороз это не просто туристическое место, а символ возможностей и красоты, которыми наполнен Чикаго. Чикаго грандиозный город. Как город я успела посмотреть много городов. Он очень красивый, он очень френдли, он очень приятный. Здесь серьезные университеты. Это Норсвестер, это Лойола, это такой серьезный университет, как Депол, то, что закончил мой сын. Плюс хай-скулы. Вот это мое, я считаю, что это, почему сюда нужно ехать и быть здесь, именно это будущее, на котором лежит будущее любого человека, который может построить карьеру уже, в принципе, из Чикаго, в любой точке мира. Есть очень много старых зданий, которые интересно посмотреть. У каждого есть своя история. На одном даже существует площадка для дирижаблей, на которую никогда дирижабль не прилетал. И биржа. Биржа – это, мне кажется, такое сердце Чикаго. Если, может, кто не знает, наверху стоит статуя богини плодородия, у которой нет лица. И это было связано с тем, что когда здание строили, на тот момент не было высоких зданий вокруг, и с земли не было видно лица этой статуи. Они говорят, поэтому можем сэкономить. Решили ее сэкономить. А потом уже позже, когда стали здания подниматься, они вдруг увидели, что лица-то и нет. Я всегда доступна, всегда можно получить appointment. Люди, которые приходят с рейса, они могут прийти в воскресенье, в субботу. Обязательно будет им оказана помощь. Я один из тех людей, который специалист, прослойка между IRS и моим налогоплательщиком. Я стою на защите, потому что очень часто я вижу от незнания налоговыми агентами этой индустрии могут быть разные неприятности, материальные, налоговые. История семьи Мороз – это вдохновляющий пример того, как семья, объединенная любовью и общей целью, может не только преуспеть, но и изменить жизнь окружающих к лучшему. Татьяна, Роман и Дмитрий продолжают делиться своим опытом, знаниями и добротой, показывая, что американская мечта доступна каждому, кто готов работать и помогать другим. Мы благодарим семью Мороз за их вклад и любовь к Чикаго, которые благодаря таким людям становятся еще более удивительным местом.